Здравствуйте, друзья! Отчетное видео по нашему выступлению на первенстве России 2019. На этом первенстве разыгрывались медали в личном многоборье и в финалах отдельных видах соревнований. Командных соревнований не было, только личные. Андрей и Ярик выступали по программе кандидатов в мастера спорта. И пока вы смотрите выступление Андрея в первый день на перекладине, расскажу в целом, как проходили соревнования. Соревнования по многоборью проходили в 2 дня. А в первый день многоборья была также квалификация в финалы отдельных видов соревнований. Финал в отдельных видах, где гимнасты соревнуются не по всем 6 видам, а только по одному, например, вот по перекладине, которую делает Андрей. Так вот, в многоборье у Андрея не все было гладко, но надо сказать, что это за год, это первые соревнования, где он прошел в многоборье полностью. Занял он в первый день 9 место, а второй день стал 14-м. Но зато ему вот в первый день удалось сделать неплохо перекладину, и он прошел в финал отдельных видах на этом снаряде. То есть попал в 8 лучших исполнителей на перекладине и квалифицировался в финал. Что, в общем-то, уже было для него неплохо. А вот Ярослав готовится выступить на Канемахе. Что касается его выступления в первый день многоборного финала у него совсем не задалось. Он стал 25-м, ошибался, не справился очередной раз с нервами. Но во второй день настроился и подтянулся с 25 на 19 место. К сожалению, финалы Ярослав вовсе не прошел. Даже вот на своем любимом коне, который он, в общем-то, способен неплохо делать, он с комбинацией справился, но сделал грязно. И в итоге не прошел в финал. И на второй день многоборья его выступление завершилось, и дальше он уже тренировал новые элементы. На 6-м месте Киев, Москва. С результатом 565 тысяч. Ты всегда об этом думай, когда выходишь на коне. Так, ну, выступление по программам мастеров спорта. Это у нас выступали Миша, Егор и Никита. Сейчас вы будете смотреть выступление Миши в квалификационный день. Выступление на вольных упражнениях. Что касается многоборья Михаила, в первый день тоже не задалось. И стал он в первый день 10-м и отобрался в 2 финала. Финалы на вольных упражнениях, вот, которые вы видите, и финал на брусьях. Во второй день Миша чуть-чуть подтянулся, подсобрался и с 10-го вышел на 9 место. Это был его итог многоборья. Конечно, не удалось вот реализовать все то, что он подготовил. Вот. О том, почему это было, мы с ним много рассуждали и размышляли. Вот. Но тем не менее он прошел в 2 финала, и мы покажем их чуть позже. У Егора выступление на этом первенстве России получилось даже хуже, чем у Михаила. Хотя, в общем-то, в многоборье он способен набирать примерно такую же сумму. И в первый день он был 19-й, и потом поднялся на 17 место. Вот вы видите его выступление на кольцах. Многоборный день
Очень хотелось пройти в финал, но финал ему пройти не удалось. Он, скажем так, чуть-чуть не хватило базы, базовой сложности, ну и не все было гладко сделано. В многоборье Егор ошибся на брусьях первым снарядом, и вот после этого расстроился, и дальше ошибки пошли по нарастающей. Финал Егор не прошел, и, в общем-то, его выступление закончилось в многоборье. Что касается Никиты, для него эти соревнования были очень волнительные. У него нет такого соревновательного опыта на таких ответственных стартах, как у других ребят. В первый день он на перекладине задел ногами мат в силу своего большого роста и совершил ошибку и упал. Это была единственная вот такая грубая ошибка. Он стал 25-м. На второй день это исправил, подтянулся на 22 место. В целом его выступление относительно своих сил было неплохим. Готов. Финальные соревнования. Это уже после многоборья. Как они проходят? Это берутся 8 лучших оценок по каждому конкретному виду. И лучшие исполнители, в данном случае вольных упражнений, разыгрывают между собой финал. Кто лучший вольнист в данном случае. Вот сейчас завершается разминка, и дальше будут гимнасты выступать. У Миши была не самая сложная по базовой стоимости комбинация, но она составлена таким образом, что ее можно сделать достаточно чисто. Миша умеет ее чисто исполнять, и можно получить высокую оценку за исполнение. Первая связка. Рандат, 2,5 винта назад и половинка винта вперед. Миша выполнил ее четко в доскок. Может быть, чуть-чуть вызывают вопросы высота второго элемента. Дальше бланш вперед, 2 винта вперед. 2 винта он чуть не докрутил и вынужден был сделать большой шаг назад и в сторону. Недокрут это 0,3, и такой шаг можно оценить в 3 или в 5 десятых сбавки. Дальше не акробатическая часть, шпагат, спичак из шпагата. Это группа Б стоит 0,2. Обязательно надо простоять 2 секунды, зафиксировать. Дальше параллельный угол, так называемый, угол Манна. Его тоже надо зафиксировать на 2 секунды. Вот он собрал ноги, и фиксация идет. Ну и остается заключительная диагональ. Вот Миша переходит в угол, надо обязательно переходить, не просто переходить, а исполнять хореографические движения. И в конце 2 винта. Четко тоже в доскок выполнена комбинация. К сожалению, Миша стал лишь 4-м, не хватило ему 0,3. Но это подготовка уже к следующему финалу. Финал на брусьях. Причем у Миши и финал на перекладине у Андрея. Причем так прошла жеребьевка, что они выступали одновременно. Вот Егор помогает подготовить Мише снаряд, а я готовлюсь закинуть Андрея на перекладину. Какой расклад сил? Ну, у Миши совсем не очень сложная комбинация. Ему нужно делать прям вообще идеально ее, чтобы бороться за медаль. Ну, у Андрея примерно похожая ситуация. Вот мы видим, он начинает уже перекладину, оборот в стойку, дальше перелет Ткачева. И выполняет он это все достаточно чисто, как для себя, так совсем хорошо. Практически свой максимум показывает на перекладине. Дальше смена хвата. После этого продев в итальянский хват. Подхват. Остается сделать ему 2 закладки. Вот эта закладка вперед, энда называется. Закладка назад и соскок. Выполняет хорошо, выполняет под стойку все. Сбавки здесь минимальны. И 2 бланша с маленьким подскоком в приземлении. Справился Андрей хорошо со своей программой, а вот у Миши, вот видите, применение силы. Мы видим небольшой шажочек. Дальше идет диамидка, пролетает стойку. Это все ошибки.
И тут, конечно, уже мы видим, что вряд ли с таким исполнением, Беручный вот еще тоже шагнул, с таким исполнением вряд ли можно бороться за медали. И двойной сальто-соскок тоже не с точным приземлением. Андрей, хорошо сделал. Спасибо. Очень хорошо. Вообще, Я думаю, ты будешь в тройке. будем молиться. Вообще четко. Я сам офигел. Особенно качаю. А Михаил сделал не очень. Да, я мат увидел. Переход делал. Я не знаю. Новое. Зачем смотреть? Все равно ничего не понял. Зачем? Я вообще не ожидал. Третье место занял в итоге Андрюха. Мне, можно сказать, это повезло. Я просто очень чисто сделал для себя. Я до сих пор не верю вообще. Тут перед перекладиной сидел, вообще ни о чем не думал, просто думал то, что я в финальной перекладине надо выступить и все, а вот о медалях ни о чем вообще не думал. Думал, что сделать надо все свое. И так получилось, что сделал хорошо все свое и в тройку залетел. Молодец. Спасибо. А вот и приятный момент награждения. Самая, наверное, неожиданная медаль и самая долгожданная. Очень долго у Андрюхи были проблемы со здоровьем, разные подростковые болячки и прочее. И часто в подготовке он был, наверное, менее всех готов бороться, но и единственно стоял в честь Челябинска и привез медаль с первенства России. Очень благодарен ему за это. Ну а тут вот началась уже тренировка у тех ребят, кто не выступал в финале. Вспоминали какие-то элементы, которые были оставлены на время подготовки, ну и пробуют различные новые элементы. Вот сейчас Миша 22 делал колец, тут Андрюха уже пробует после соревнований новый соскок. Ярослав Ткача вспоминает, у него болело плечо, не делали, не вставляли. Тут Егор тоже 22 попробовал, ну и Миша пробует новые проходки, как делает Максим, проходки в кругах ноги врозь или в кругах до лосала. А вот пока без ручек, но надо уже готовить и вставлять в комбинацию, усложняться. Все, приятного аппетита. С окончанием. А что, не салат Цезарь? Там 2 месяца пошел после этого. Все, сегодня можно, да? Да, я только попробовал. Я угощу? А, вообще нет. 6-я пицца пошла по Волгу. Ради такого можно и 7-ю заказать. Да, кстати, можно 7-ю заказать, хочешь? Никита 5-ю ест. 5-я это мало. Это для лохов. Вот 6-я это нормально. Андрюха очень слаб показался. Да, вообще. 3 пиццы и все. Еле-еле съел третью. Ну так ты расслабился на Цезарях. Желудок уменьшился. Вышел из формы, ну. Седьмая будет? А, это 6-я, да? Да, это 6-я, он догоняет. 6-я, давай. Догоняй Мишу. Уральский парень не должен сдаваться какому-то куску пиццы. Ты же не Ярик. Какому-то куску пиццы это я? И 7-я потом, да? На рекорд пошли. Так. Барбекю там был один кусочек. Ну давай, давай. Уральский парень. А? Нет, ты не захочешь.
7-й кусок. Еще один кусок, и получится, что съели целую пиццу. Сколько калорий? Не знаю. Надо посчитать. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Супер. Поступать не так же. Говоришь? Доширак хотя бы один. Доширак? Ну, где-то должен быть рядышком. Ну, вряд ли он в отделе алкоголя. Закончились соревнования. Не очень они были для нас удачные, всего одна медаль. В чем-то ребята решили свои задачи на эти соревнования, в чем-то нет. Но я хотел бы вот сейчас остановиться немножко на другом моменте. Такая изнанка спорта, изнанка вот этих вот всех результатов и соревнований. И обратить вот внимание на какую штуку. Вот сегодня перед финалами я купил билеты обратно. Почему сегодня? Потому что мне обещали еще 5 дней назад перечислить деньги на это, но не перечислили. Вообще мы сюда приехали, нам купили билеты в один конец, дали денег на проживание на 3 дня, соревнования идут 6 дней. Вот. И выдали суточные. Суточные нам выдали 350 рублей на один день, ну как на человека в сутки. Это такие вот у нас нормативы в городе Челябинске. В других городах немножко по-другому. Если вы спортсмен из другого города, напишите, сколько у вас. Вот я знаю, что в Москве 850 рублей суточные. Нам же Челябинск думает, что наши спортсмены должны поесть на 350 рублей в день. Причем вот в местной столовой, в Буртасах, это, конечно, можно поесть 2 раза на эту сумму, причем так ужимаясь. Так вот, продолжая, я сегодня купил билеты, заплатил за проживание за 6, то есть вообще в сумме вышло 42 тысячи. Это покупать мне пришлось на мои личные деньги. Надеюсь, потом меня рассчитают, а может не рассчитают. Но вообще обещали прислать деньги в понедельник, не прислали. Но есть еще такой момент, что за это, чтобы вот мне эти деньги как бы вернулись, придется отчитываться по полной программе. Помимо всех там бумажек, билетов, бумажек с гостиницы со всякими там чеками и прочим заполнением. Вот, допустим, нужно будет сделать командировку. Вот так-то она выглядит. Здесь печать прибыл-выбыл, что вот мы приехали, уехали. Но это ладно, командировка. Вроде как приехала команда, тренер и 5 спортсменов, но нет. На каждого идет такая командировка с печатью прибыл-убыл и с росписью секретаря. А то вдруг мы приехали, не ездили на соревнования и потратили на что-то другое. Билеты тоже, в общем-то, не считаются, потому что мало ли, может, мы приехали в Пензу потусить. Поэтому на каждого человека у нас идет командировка. Вы думаете, это все? Нет. У нас есть еще 2 командировки, на которые ставится печать. На каждого человека ставится по 2 печати, 2 раза расписывается секретарь. И потом прибыл-выбыл тоже ставится. Вот такая вот кипа бумажек, подтверждающих только то, что мы приехали и выступали. Помимо этого нужно принести отчет, протоколы со всеми оценками, со всеми, тоже с печатями на каждой странице, что мы выступали, а не просто так приехали. Но вроде как это все, там надо будет еще заполнить кучу различных бланков, отчитаться, расписать все наши расходы, и тогда, может быть, мне эти деньги вернут. А сейчас вот мы только что покупали продукты в дорогу, где-то ребята закупались, вышло у них по 500 рублей. Ну, примерно так еды на сутки, нам ехать от Пензы до Челябинска сутки. А по нормативам нашего дорогого министерства и управления спорта у нас питание в дороге 100 рублей. Ну вот, наверное, 2 доширака на них можно купить и поехать. Ну вот так вот приезжают на соревнования спортсмены города Челябинска. И так каждую поездку.
К вам вопрос, кстати, как вы думаете, сколько должны быть суточные? И неважно, кстати, куда мы едем, или это Москва, или это Санкт-Петербург, или это Пенза, суточные всегда 350 рублей. Как думаете, сколько вообще нужно, ну или сколько суточные в вашем городе? Вот это прикол.